Представители знака зодиака Рак. Здравствуйте, мои дорогие. Таро расклад. Знаки судьбы. События до конца апреля. Как меняется ваша реальность? Давайте узнаем, что скоро случится или произойдет. В какой сфере жизни будут происходить те или иные перемены, или, может быть, просто что-то неожиданно откроется, как правда, придет нужное известие, или, может быть, даже то, что вы не ожидали. Куда вас словом заведет судьба? Как знаки судьбы мы достанем 3 карты, чтобы узнать подсказки, что вам сейчас важно знать или что нужно услышать прямо сейчас, чтобы как-то это учитывать. И первая карта, которую мы с вами достанем, у нас сегодня колода добра. Так вот, первая карта у нас будет называться «Что скоро будет?» или то, что вы вычеркнули из жизни, возможно, оно к вам вернется. Вторая карта. В чем вы думали, поставили точку, а оказалось многоточие или запятая. Третья. Что прояснится? Какая правда откроется или информация придет, с чем это связано? Возможно, кто или что вот как вернется. И знаки судьбы. Что вам хотят сказать высшие силы? Знаки судьбы. Куда заведет судьба? Или те перемены, или то, что меняется, как знак судьбы. К чему это все идет? Итак, первую карту открываем, что вы, возможно, вычеркнули из жизни, оно возвращается. К примеру, вы куда-то собирались отправляться, но по каким-то причинам это было приостановлено. Или вы собирались наводить порядок в ваших отношениях, может быть, тоже. И здесь у каждого по-своему. Вы от чего-то были готовы словом отказаться, но я могу предположить, может быть, и временно на что-то согласились. И вот именно этот контекст, он как заново, с новыми возможностями, вновь возвращается до конца апреля. Вам придется словно что-то переиграть, перестроить, переформатировать. И, может быть, вы давали какую-то последнюю возможность конкретному человеку. Или вы просто наблюдали ситуацию по работе, вас уговорили, к примеру, да, или вы сами себя остановили, думали менять работу, но в какой-то период вы или не решились, или вам показалось, что, ну нет, наверное, здесь откроются какие-то перспективы, по крайней мере, у вас были сомнения. Вот в чем-то вы сомневались, и вас это остановило. А вот теперь, видимо, за прошедший этап, период, для вас что-то прояснилось окончательно. Вы все равно анализируете, что-то обдумываете или пытаетесь у себя, у самого спросить, а смогу я к этому адаптироваться? Или я могу согласиться с этим на долгий период жизни? И тут, скорее всего, вы кому-то говорите «нет». Или чему-то, может быть, вы готовы с чем-то уже проститься. Пусть это касается именно вопросов работы. И ведь у кого-то банально, вы могли пожелать строить карьеру. А вас, как хорошего специалиста, могли уговорить, ну, заманивая деньгами, например, да, так ведь тоже бывает. Нет, именно вот ты на этом участке останешься, потому что я тебе лучше доплачу, потому что, ну, к примеру, как разговор с руководителем. Но я знаю, что ты человек ответственный, то есть с деньгами я тебе компенсирую, но ты вот именно за этот участок будешь отвечать. И вы согласились, а теперь вы можете сказать нет. Все-таки овчинка выделки не стоит. Ну, или любая другая ситуация. Нам показан человек, который все же уходит. Решимость, мои дорогие. Вот не хватило на что-то у вас решимости или решительности. А теперь хватит. И именно это тот вопрос, который уже не новый. Есть своего рода отказ какой-то, да? И по этой карте мы буквально можем проходить стажировку. Вы могли отказаться, например, от изучения каких-то новых навыков, от прохождения курса. Или вы отказались от какой-то новой специальности. Может быть, вам ну, интересны были обрести навыки, пройти курсы, получить какой-то документ конкретно, да, сертификат или диплом. Но вы сказали, да нет. А здесь вы решите, что нет, я все-таки иду учиться. Вот и так может проиграться. У кого-то банально, у кого-то, может быть, и онлайн-курсы, у кого-то офлайн. А кто-то будет готовиться, может быть, и не к первому, а ко второму, а то и третьему высшему образованию, потому что вам это необходимо. То есть вы уже видите, зачем вам это нужно. И конкретно по этой карте это получение новых знаний и новых навыков. Мы идем вперед. Вы, мои дорогие, идете вперед. Причем так, никаких сомнений.
В чем вы могли поставить точку? А вы знаете, по двойке огня именно в этой колоде, обратите внимание, жираф. И жираф нам о чем говорит? Вы как будто выше всех. Вам видно то, что не видно другим. И вы просто в предыдущий период наступили на горло собственной песни. Причем так наступили хорошенько. Придушили сами себя. И вот, видимо, какая-то часть вашей души, она противится. И, скорее всего, есть та тема, которую вы проигрывали снова и снова в голове. И, ну, знаете, как вся наша сущность какая-то внутренняя, да, наше естество противится против нашего решения. Поэтому, наверное, вы к этому решению приходите, что нет, вот теперь я себе в чем-то не откажу. Потому что здесь мы реализуем, по сути дела, себя самих. И вот какой-то вопрос, скорее эти две карты, они будут взаимосвязаны. И у кого-то личная жизнь, и у кого-то, может быть, вы отказались от новой должности, потому что, ну, график где-то, допустим, вам не подходил, или вы решили не строить карьеру, подумали, а у меня еще дети маленькие, я вот как-то там не справлюсь. Ну, или тут вы могли себе много чего надумать, именно по себя поставив на второе место. И теперь вы понимаете, что да нет, без личных здоровых амбиций жизнь не развивается. И здоровые амбиции, вот как этот жираф, вы выше всех. Потому что есть какая-то у вас миссия, мои дорогие. Именно то, что вы должны осуществить. И пусть с вами не соглашаются, пусть вам там как-то перечат, говорят, да нет, зачем тебе это надо. Или там, ну, миллион советчиков может быть. Но вы выбираете себя. И вот какая-то ваша прежняя ошибка, когда вы поставили кого-то или чьи-то интересы на первое место, а себя на второе. Вот вы теперь до конца апреля что-то подобное можете исправлять. Какая же правда откроется? Ух ты! Вообще карта заслуженного успеха. Обратите внимание, корабль, один из символов Меркурия. Отчасти это исполнение желания. Одного, как минимум. А еще это добрые перемены. Но по шестерке воздуха действительно мы часто изучаем. Или пусть направление в профессии. И здесь проходят у нас высокие технологии цифровые. Здесь у нас проходят иностранные языки, работа из любой точки мира, работа, которая связана с интернет или перемещением, или когда вам просто необходимо куда-то переехать. И вот вы прежде собирались, может быть, переехать, и вот этот корабль, он как будто вдали. И вы могли подумать, а не, у меня не получится. Вы могли попросту в себе начать сомневаться. Или какие-то еще и предпосылки, которые, ну, как ваши обязанности, они вам не давали фору вперед. А вот теперь этот корабль, посмотрите, он намного ближе. И вот теперь вы понимаете, что если я сейчас упущу эту возможность, а второй раз мне такое судьба, пространство, вселенная не даст. И правда. Вот вы что-то чувствуете, мои дорогие представители знака зодиака Рак, вы очень интуитивные люди. Не наступите на горло собственной песни. Вот конкретно все три карты об этом. И значит, для вас какой-то принципиально важный смысл это имеет. Ведь шестерка воздуха, ну или шестерка мечей, карта заслуженного успеха. Да, нам требуется именно мужество, потому что какой-то проект вам придется реализовывать в одиночку. Или какой-то путь, переезд, тоже пройти одному. Вы как первопроходец. И, может быть, вам интересна та сфера жизни, которой, в принципе, никто не занимался. Или занималось, но очень малое количество людей. Может быть, какой-то ваш проект, вы даже информацию толком об этом не можете найти. То есть эта тема настолько сырая, неизведанная и еще пока не изученная. Вот кто-то может создать действительно из вас шедевр. Ну, переложим на нашу реальность, поскольку шестерка воздуха очень емкая карта, я ее люблю. Она как раз и говорит о новом жизненном этапе, когда мы отправляемся от какого-то прежнего берега, потому что мы видим этот берег как безжизненная пустыня. Ничего уже не произойдет, а у кого-то будет переезд, потому что в той местности, где вы сейчас находитесь, вы не можете раскрыть свои таланты. И такая причина тоже будет. Вот словом, все то, что я сказала по этим трем картам, для вас архи важно. Знаки судьбы, как подсказки высших сил, король воздуха. С одной стороны, это вам могут давать такую рекомендацию: хладнокровно и исследуй какой-то вопрос. Согласуй по документам.
Причем узнай, как работает в отношении тебя закон. Вы можете столкнуться с каким-то высоким чиновником. Вы можете столкнуться с руководителем. Это может быть как какой-то разговор или просто сведения, знания какие-то. И это может быть как точка отсчета нового. Вы можете для себя отказаться, например, от того, что было прежде в плане отношений, вот даже по работе, да. Все у вас складывается хорошо, допустим, вот мы говорили по 8 воды. И происходит, возможно, в апреле такая ситуация, когда вы оказываетесь в центре тех событий, которые лично вам не нужны, и вас пытаются куда-то втянуть. И это тоже может для кого-то из вас, пусть не для всех, 1-2, это нужно услышать. Для вас это тоже будет побудительный мотив что-то перестроить, перекроить свою жизнь. На каких-то время решительных действий, мои дорогие, у вас до конца апреля. Но это, знаете, как убрать мусор из собственной жизни. Это власть разума, интеллекта и одновременно правила, законы. Поэтому, если мы говорим всегда король воздуха, рационализм, безусловно. И я говорила, сделать что-то документально правильно, узнать, как работает не только на сегодняшний период закон, а как даже, допустим, через месяц-два, пусть через год, как это может проиграться ваше решение в отношении вас. Тут нужно действовать наверняка. Может быть, по этим правилам, когда вы буквально с учетом, кстати, 6 воздуха, кто-то может задумываться о том, чтобы пойти учиться на права. И вот, кстати, вполне вероятно, и тогда по королю воздуха иногда проходят разные государственные службы. Ну и те, которые наблюдают за движением, да, будем говорить, как и госинспекция, но смотря в какой стране вы смотрите, по странам это разное, по-разному называется. Те, которые отвечают именно, да, вот за выдачу прав или за то, что вы сдаете экзамен, вот где, или пусть это будет какой-то другой документ, по королю воздуха могут проходить также и врачи. И тогда вам нужно на что-то решиться. Может быть, вы тоже на что-то решитесь. Пройти обследование. Или пойти к врачу. Не сидеть самому, не додумывать, когда пройдет. А теперь вы понимаете, что нет, вот пора. И если я прежде себе сказал, ну нет, я еще подожду, вот здесь опять же решимость. И вот такой рационализм, это как знак судьбы, вам это помогает. Поэтому переложите что-то в такую рационально-хладнокровную плоскость и в реальной жизни. И это вам будет очень хорошим подспорьем для себя распутать какую-то путаницу, может быть, Гордиев узел, или выйти из липкой паутины мыслей. У кого-то и так. Подсказки высших сил, знаки судьбы. Потому что какая-то подвешенная ситуация должна завершиться. Вот это самая решимость. Она вам дает возможности больше не попадать в какой-то тупик. Может быть, на то, что вы согласились прежде, вы тоже понимаете, да, это вот как Т-образный перекресток. Вот мы куда-то ехали и буквально упираемся в стену. И с этого момента нам либо направо, либо налево. А вот прямо уже не получается. Или вам не хочется быть заложником какой-то ситуации. Может быть, у кого-то не хочется быть заложником сложной ситуации в коллективе. Вот у кого-то и так банально может проиграться. Или когда вы кому-то помогали длительное время и все время себя ставили на второй план. А теперь вы тоже можете что-то посчитать и прийти к выводу, что не совсем ваша помощь обоснована. Обоснована, к примеру, человек этого заслуживает, или ситуация, она уже, может быть, изменилась, а вы все тянете какой-то воз и еще маленькую тележку. По повешенному мы выходим из двойственных отношений, из какой-то затянувшей, запутанной ситуации, из каких-то пустых ожиданий, которые никогда ни к чему не приводят, или из пустых надежд. Вот мы выходим, вы выходите, и это как знак судьбы, не потому что вам это показалось. Вот если вы гоните от себя где-то в апреле эти мысли, ну, я еще подожду. А здесь как раз уже нужно завершить какой-то длительный период ожидания. Нужно переходить к рационализму. Знаки судьбы. 3-я карта. Что же будет меняться? То действительно будет меняться. 9 воздуха. И вы должны выйти из какого-то искаженного восприятия. Или то, что вы себе надумали. Или то, что вам прежде казалось. Или вы что-то анализировали, но, видимо,
Если опираться только на ваш прежний опыт, то, ну, вряд ли тут получится у нас увидеть какие-то новые берега. Вот именно от них стоит и отплыть, и, видимо, это важное решение вы будете какое-то принимать до конца апреля. По девятке воздуха именно и проходит тот момент, когда мы начинаем какое-то ненужное самокопание, и в результате мы скатываемся в какое-то самоосуждение. Может быть, мои дорогие, вы люди достаточно добрые, вы люди, вы можете понять собеседника, вы милосердны к другим. Вполне вероятно, вот это милосердие тоже затянулось. И уже какие-то грани, они превышены. Грани допустимого, к примеру, или грани ожидаемого. Или грани, когда вас кто-то подводил долгое время по мелочам. Ну, значит, здесь я не исключаю что-то более существенно важное. И для вас это тоже как по судьбе, вы тогда точно видите уже без всяких сомнений, кому не стоит доверять. Но по девятке воздуха вы будете с чем-то прощаться, потому что здесь у нас переход идет от самоосуждения к самосостраданию. И мы учимся видеть вещи такими, какие они есть. И понимаем, что просто страх искажает реальность. И именно какой-то страх прежде нам помешал сделать вот этот квантовый скачок. Или помешал, чтобы у нас хватило решимости на что-то. Вот теперь, мои дорогие, у вас точно хватит. И новые берега вас уже буквально тут зовут. Уже, знаете, как та мечта или то, что вы хотите изменить, она у вас уже заждалась. И вы знаете, в этой колоде карт есть такое прекрасное значение – посвящение. Вот считайте это вас как высшие силы во что-то посвящают до конца апреля. И это что-то обозначает жизненный путь, то, что должно быть продолжено. Или, если хотите, ваша миссия. Перекладывайте на себя, ну какая-то самореализация, вот я вижу в целом. Поэтому перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.